Привет, друзья! Пеку куличи уже много лет, перепробовала десятки самых популярных трендовых рецептов, но всегда мое сердце возвращается к бабушкиному рецепту творожно-дрожжевого кулича. Куличи, как из печи, традиционные, влажные, волокнистые, абсолютно самодостаточные и не нуждаются в глазури. Долго не черствеют и становятся с каждым днем все вкуснее и вкуснее. Простейший рецепт без заморочек, вы себе его точно сохраните и будете печь по нему из года в год. Сначала я подготавливаю изюм, мою, просушиваю и заливаю коньяком или апельсиновым соком и даю немного постоять. Теперь подготовлю опару. Беру примерно половину молока из общего количества, сахар и свежие дрожжи. Все хорошо перемешиваю. Добавляю муку и еще раз перемешиваю. И оставляю в теплом месте на минут 20-30, жду пока опара запузырится. Замешивать тесто буду в комбайне. Выливаю в чашу опару, добавляю яйца, вливаю оставшееся молоко, всыпаю сахар, ванильный сахар, соль, немного меда, чтобы кулич долго оставался свежим. Добавляю творог, он придаст сочность, влажность куличу. Для аромата можно натереть цедру апельсина или лимона. И в конце всыпаю половину муки из общего количества, примерно 250 граммов, и начинаю миксером замешивать тесто. Как только все ингредиенты смешались, начинаю постепенно всыпать остальную муку. Сразу всю муку не добавляйте, всыпайте ее частями и смотрите на консистенцию теста. Тесто должно наматываться на венчик и образовывать так называемый шар. Теперь мы добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем тесто до однородности. В конце я всыпаю изюм и перемешиваю тесто на маленькой скорости буквально пару минут. В итоге у нас должно получиться очень мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Поверхность теста совсем немного смазываю растительным маслом. Накрываю тесто и убираю на расстойку в теплое место на 2-2,5 часа для подъема. Перекладываю тесто на рабочую поверхность. И делю его на две равные части. Каждую часть теста округляю, стараясь, чтобы изюм не находился на поверхности, и раскладываю по формам. Если вы будете использовать бумажные формы, то рекомендую размер 11 на 8. Из этого количества теста получится ровно 3 кулича по 400 граммов. Но печь можно совершенно в любых формах. Главное, чтобы тесто там было чуть меньше половины. У меня выйдет 2 кулича по 600 граммов каждый. Теперь куличи накрываю и убираю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Важный момент: куличи должны подняться почти до краев формы, тогда в духовке они у вас не разорвутся и не потрескаются.
Если вы не планируете куличи покрывать глазурью, их перед выпечкой можно смазать желтком, смешанным с молоком. Выпекаю куличи в хорошо разогретой до 170 градусов духовке примерно 35-40 минут. После выпечки накрываю полотенцем и даю им так постоять примерно 5-10 минут, а затем достаю из форм и перекладываю на решетку. Друзья, если вы любите воздушные, немного влажные, слегка волокнистые куличи, то обязательно попробуйте этот простой, доступный рецепт. Куличи очень вкусные, мягкие, творожные, долго не черствеют, они понравятся всем. Друзья, поздравляю вас с наступающим праздником, всех благ вам, всего вам самого доброго, удачной вам выпечки и до встречи в новых видео.